Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня будем с вами вязать вот такую красоту. Изумительный рельефный узор в центре и по краям симпатичные ажурные дорожки. Изнанка узора. И узор это из книги японского дизайнера Хитоми Шида «250 японских узоров для вязания на спицах» из большой коллекции дизайнов Хитоми Шида. Я кратко называю 250 японских узоров, да и все вязальщицы называют. У Хитоми Шида есть еще книга 260 узоров. И из обеих этих книг у нас связано уже очень много узоров, и постоянно коллекция эта пополняется. Вот, в частности, сегодня мы будем вязать вот такой узор. Вот как этот узор выглядит в книге, и вот как он уже вживую. Я кратко пробегусь по схеме узора. Здесь написано раппорт 35 петель, 18 рядов. Но 35 петель это полностью вот узор, одна дорожка ажурная и центральный узор рельефный. Вот. У меня здесь в образце связан один раппорт и еще одна дорожка с левой стороны. И перед раппортом я провязала и после раппорта 2 изнаночные петли, чтобы у нас уже образец нормально смотрелся. Вот, значит, 35 петель это на 2 элемента в ширину и 18 рядов, но 18 рядов это касается центрального узора. Центральный рельефный узор повторяется через каждые 18 рядов. А вот ажурная дорожка, здесь написано 10 рядов. 9 петель в ширину и 10 рядов. Через каждые 10 рядов повторяется. Поэтому, когда мы свяжем раппорт 18 петель, у нас будет несовпадение. Если бы у нас раппорт был 20 петель, тогда было бы здесь полностью 2 раппорта дорожки входило бы в общий раппорт. Но у нас 18, поэтому несовпадение. Имейте это в виду, что при провязывании 18 рядов мы начинаем этот узор с первого ряда, а этот узор у нас уже будет с третьего ряда повторяться. Что касается японских схем вообще и схем у Хитоми Шида, они очень удобны для вязания по кругу. На них все петли показаны так, как они выглядят на лицевой стороне вязания. Мы же по кругу вяжем все время по лицевой стороне. И по кругу мы вяжем, читая схему, все ряды справа налево, вяжем их лицевыми рядами и делим их на четные и нечетные ряды. А при поворотном вязании у нас ряды делятся на лицевые и изнаночные. И вот у нас пустая клеточка, здесь показано, что это изнаночная петля на лицевой стороне. Но на изнаночной стороне мы поворачиваем работу, у нас уже эта петля будет вязаться изнаночной петлей. И вот в ажурной дорожке вот показана лицевая петля, в изнаночном ряду она у нас будет вязаться изнаночной петлей. Вот что касается изнаночных рядов, в этом узоре петли в них вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Вот повернули на изнаночную сторону работу и вяжем. Перед нами лицевая петля, мы вяжем ее лицевой. Перед нами изнаночная петля, мы вяжем ее изнаночной. Накиды здесь в ажурной дорожке провязываются изнаночными петлями. А вот в центральном узоре вот у нас здесь лицевые скрещенные петли на лицевой стороне. Видите, какие рельефные дорожки из лицевых скрещенных петель? В изнаночном ряду эти лицевые скрещенные петли, они будут же изнаночными петлями смотреться. Мы будем вязать их изнаночными скрещенными. Но подробнее это я вам покажу. Просто я говорю об этом сразу, что мы начнем вязать, и я больше не буду об этом говорить. Так, ну все основное я вам сказала. Давайте начнем вязать. И, кстати, заходите к нам на канал. У нас очень много японских узоров. Помимо того, что мы вяжем узоры из книг Хитоми Шида, у нас много японских узоров вообще из японских журналов, из различных
японских книг. Итак, мы набираем на спице 35 петель плюс 2 кромочные, 37 петель. Первую кромочную я снимаю, не провязывая, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной начинаем вязать ажурную дорожку. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, и относительно этой изнаночной петли мы вяжем дорожку в зеркальном отображении. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я разворачиваю петли для того, чтобы они провязались ровно и аккуратно. Далее вяжем лицевую петлю, делаем накид и вяжем лицевую петлю. Затем мы закончили вязать ажурную дорожку и вяжем 2 изнаночные петли, которые у нас отделяют дорожку от центрального узора. Вяжем центральный узор, лицевая скрещенная. При наборе петель у нас петли расположены так, как они расположены при классическом способе вязания. Поэтому лицевую петлю мы классическим способом вяжем вот так, а лицевую скрещенную просто петлю за заднюю стенку, как бабушкину. В дальнейшем я вяжу бабушкиными петлями, и дальше я перейду уже на свой способ вязания. И петли будут по-другому вязаться, чем как вот я показываю вам сейчас в первом ряду. Итак, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Итак, нужно повторить еще 6 раз. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Второй раз. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 раз. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 4 раз. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 5 раз. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 6 раз. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 7 раз. Вот так 7 раз провязали. И еще раз провязываем лицевую скрещенную. В конце ряда у нас 2 изнаночных петли. Второй изнаночный ряд и все изнаночные ряды в этом узоре вяжутся одинаково. В них петли вяжутся по рисунку, только различие в вязании изнаночных петель. В центральном узоре мы изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. Я вам покажу второй ряд, остальные ряды вы будете провязывать самостоятельно. Итак, второй изнаночный ряд. 2 лицевых. Дальше у нас изнаночная петля, и нужно провязать ее изнаночной скрещенной. Простую изнаночную я провязываю вот так вот. А изнаночную скрещенную подхватить петлю сзади и провязать ее изнаночной петлей. Она у нас на лицевой стороне провязалась лицевой скрещенной. И так мы чередуем вот весь центральный узор. 2 лицевых, изнаночная скрещенная, 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 2 лицевых, изнаночная скрещенная. Дальше еще раз 2 лицевых, изнаночная скрещенная, и 2 лицевых петли, это петли, отделяющие узоры между собой. И дальше у нас будут все петли, все изнаночные петли вязаться простыми изнаночными в ажурном узоре. Вот простая изнаночная, накид вяжем изнаночной, 4 изнаночных, 1 лицевая, 4 изнаночных. Вот так все изнаночные ряды вяжутся в этом узоре. Третий лицевой ряд. Лицевая, накид, лицевая,
Дальше 2 вместе нужно провязать лицевой с наклоном вправо. Вот теперь у меня петли лежат неудобно, мне их нужно развернуть и провязать 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Ажурную дорожку провязали, вяжем 2 изнаночных. И теперь нам нужно вязать вот эту резинку с лицевыми скрещенными петлями, вязать петли с обвитием. Берем дополнительную спицу и провязываем лицевую скрещенную, 2 изнаночных, лицевую скрещенную. Можно провязать эти петли на спицах, а потом перенести на дополнительную. Ну, я вот сразу на дополнительной спицы это провязываю. Рабочей нитью обвиваем эти провязанные петли 2 раза против часовой стрелки. Обвиваем не туго и не слабо. Вот, обвили 2 раза. И далее вяжем, перенесли эти петли на правую спицу. И далее продолжаем вязать 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Нет, вот дошли до последних вот 4 петель, и вот можно спицы привязать. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. И затем вот эти 4 петельки мы должны обвить. Можно вот так. Вот так, может быть, даже будет удобнее. Обвиваем рабочей нитью 2 раза. Возвращаем петли на правую спицу. И у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. Вот, я вам показала обвитие, и в дальнейшем я буду тоже это вот в ускоренном режиме показывать. Просто буду говорить, что мы вот 4 петли обвиваем рабочей нитью. И все, чтобы нам видео не затягивать. Это мы провязали 3-й лицевой ряд, и теперь 4-й изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как 2-й ряд вязали. Ну вот я вам покажу, как вот в обвитых петлях. Точно так же у нас будет 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 1 изнаночная скрещенная. Вот так обвитые петли мы провязываем. И чередуем 2 лицевых, изнаночные, скрещенные. В общем, я думаю, что вот принцип, как вязать петли в изнаночном ряду, вам понятен. Вот что у нас получается. Мы провязали 4 ряда, и вот у нас обвитые петли как выглядят. 5-й лицевой ряд провязываем 2 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, изнаночная петля, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, петли дорожки. Далее будет 2 изнаночных и рельефный узор. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Далее следующие 4 петли мы вяжем с обвитием. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Переносим эти петли на дополнительную спицу, и далее вы уже самостоятельно. Обвили эти петли. Дальше мы вяжем 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2
изнаночных, и следующие 4 петли мы тоже вяжем с обвитием. И до конца ряда вяжем 2 изнаночных, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных и кромочная. В 6-м изнаночном ряду мы вяжем точно так же, как 2-й и 4-й ряд. Вяжем 7-й лицевой ряд. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная петля, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Далее вяжем 2 изнаночных, и в этом ряду мы будем обвивать по 4 петли на всем протяжении до конца ряда. Перенесли петли на правую спицу, далее вяжем 2 изнаночных и снова затем снова 2 изнаночных и следующие 4 петельки. И снова вяжем 2 изнаночных и следующие 4 петли снова обвиваем. В конце ряда 2 изнаночных. В 8-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. И не забываем, что в центральном узоре мы вяжем изнаночные петли изнаночными скрещенными. Девятый лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Следующие 4 петли будем обвивать: лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Можно, конечно, вот без дополнительной спицы вот таким образом перекидывать. 1 раз обвили, снова на правую спицу перенесли, снова на левую, 2 раз обвили и вот 2 раза обвили. Можно и так. У меня вот это даже получилось сейчас быстрее. Далее 2 изнаночных и снова обвиваем 4 петли. Далее 2 изнаночных и следующие 4 петли снова обвиваем. Далее вяжем 2 изнаночных, лицевую скрещенную и 2 изнаночных. И в 10-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая. Петли дорожки провязали, 2 изнаночные, и дальше мы все петли будем по 4 петли будем обвивать, точно так же, как мы это делали в 7-м ряду. Четыре петли обвили, 2 изнаночных. Следующие 4 петли, 2 изнаночных. И повторяем так до конца ряда.
2 изнаночных и 2 изнаночных в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 13 лицевой ряд. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая. Дальше 2 изнаночных, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных, и теперь следующие 4 петли обвиваем. Дальше 2 изнаночных, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных и обвиваем следующие 4 петли. Дальше вяжем 2 изнаночных, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 15 лицевой ряд, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные. И теперь обвиваем 4 петли. Далее вяжем 2 изнаночных, лицевую скрещенную, 2 изнаночных, лицевую скрещенную, 2 изнаночных, лицевую скрещенную, 2 изнаночных, лицевую скрещенную, 2 изнаночных. И следующие 4 петли тоже обвиваем. И до конца ряда у нас будет 2 изнаночных. И в 16 изнаночном ряду петли по рисунку провязываем. 17 лицевой ряд, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 1 изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Петли ажурной дорожки провязали, 2 изнаночных, и далее у нас вяжутся петли без обвития. Чередуем 7 раз. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 1 раз, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 раз, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 раз, 4 раз, 5, 6 и 7 раз. И еще 1 лицевую скрещенную. В конце 2 изнаночных, в конце ряда. И в 18 изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Ну вот, посмотрите, мы провязали 1 раппорт в высоту центрального узора и почти 2 раппорта ажурной дорожки в высоту. Смотрите, красиво как смотрится узор, как он будет здорово смотреться в центре топа, пуловера, свитера. Классно. Шапочку можно связать таким узором. Прекрасно смотрится как на тонких нитках. Здесь 50 грамм, 200 метров. Спицы номер 2,5 в большом образце. Это акрил. И здесь полушерсть, 50 грамм, 135 метров, спицы номер 3. Прекрасно смотрится на пряже любой толщины.
Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. И приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива, только добрых вестей и ровных легких петелек. Пока-пока!